Добро пожаловать на тренинг по основам сбалансированного питания от Herbalife. Важнейшим веществом для всех живых организмов на планете является вода. Основные химические реакции организма происходят при непосредственном участии водной среды. Кровь, как основной поставщик питательных элементов к органам, содержит около 92% воды. Мозг человека – 85%, кожа – 80%. Поэтому мы не только то, что мы едим, но и то, что мы пьем. Из уроков химии мы помним, что вода – это оксид водорода с химической формулой H2O. Однако встретить воду в чистом виде практически невозможно. Как правило, вода содержит в себе определенное количество различных химических элементов, которые играют важную роль в функционировании организма. Вода в организме человека составляет от 50 до 75% массы тела, в зависимости от возраста. Поэтому взаимосвязь хорошего самочувствия и уровня содержания качественной жидкости в организме вполне очевидна. В организме человека нет ни одной системы, которая бы не зависела от воды. Вода служит универсальным растворителем для всех минеральных и питательных веществ, например, витаминов и аминокислот. Она необходима для транспортировки питательных веществ к клеткам. Вместе с ней из организма выходят токсины и шлаки, а также продукты жизнедеятельности. В жару и стужу вода обеспечивает стабилизацию процессов терморегуляции. Участвует в системах смазки суставов, тканей и органов. Является необходимым веществом для нормальной мышечной работы организма. Вода помогает организму перерабатывать запасы жира, что делает ее незаменимым помощником в коррекции массы нашего тела. Вода поступает в организм в основном в виде разных напитков. Остальное составляет вода, поступающая в организм в виде пищи. Мы не задумываемся над этим, но наша сухая еда на 50-60% состоит из воды. В хлебе содержится около 50% воды, в рыбе – почти 70%, в овощах и фруктах до 90% воды. И, наконец, небольшое количество воды, около 3%, образуется непосредственно в организме в результате биохимических процессов. Для нормального функционирования необходимо потреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Однако на индивидуальные потребности человека в жидкости влияет огромное количество факторов. Это и климатические условия, и ежедневный пищевой рацион, и возраст, и наличие физических нагрузок. Активное снижение веса потребует увеличения нормы потребления воды. Организм, активно сжигая жиры, выделяет большое количество токсинов, которые необходимо выводить. Предотвратить интоксикацию поможет увеличение количества потребляемой жидкости. Избавление от токсинов с помощью воды способствует улучшению пищеварения, предотвращению целлюлита и продлевает молодость клеток. Недостаток воды может негативно сказаться на организме. Один из симптомов обезвоженности – постоянная усталость. Очень часто наш организм путает чувство жажды с чувством голода, побуждая нас к незапланированным перекусам. Именно поэтому при возникновении чувства голода рекомендуется выпивать стакан теплой воды для восполнения запасов жидкости и укрощения аппетита. Поддерживать потребление воды в необходимых рамках поможет правильно подобранный питьевой режим. Питьевой режим – это наиболее рациональный порядок потребления воды в течение суток. Такой режим обеспечит нормальный водно-солевой обмен, создаст благоприятные условия для жизнедеятельности. Объем и периодичность потребления жидкости устанавливается индивидуально для конкретного человека. Для оптимального расчета режима необходимо учитывать вид деятельности, климатические условия проживания и физическое состояние организма. Для контроля дневной нормы потребления можно воспользоваться пластиковой бутылочкой. Налейте утром 1,5-2 литра воды. Это будет наша дневная норма. Пейте равномерно, по 1-2 глотка в течение дня. При наличии физических нагрузок норму необходимо корректировать. Увеличение потребления воды потребуется и в жаркую, и холодную погоду, поскольку вода отвечает за терморегуляцию тела. При добавлении к рациону витаминов, минералов или белка
Потребление воды также стоит увеличить, чтобы получаемые питательные вещества полностью усваивались организмом. Рекомендуется пить воду за полчаса до еды и через час после. В таком случае поступающая жидкость не будет мешать нормальному пищеварению. Не стоит пить слишком много за один прием. Вода пройдет транзитом, не принеся ожидаемой пользы. Питьевая вода обязательно должна быть самого высокого качества. В ней должны присутствовать полезные микроэлементы и отсутствовать вредные примеси. Только так она сможет максимально хорошо справляться с теми обязанностями, которые возложит на нее наш организм. Водопроводная вода может не полностью отвечать нашим представлениям о чистой воде, содержать вредные примеси как следствие несовершенных процессов фильтрации и устаревшего водопроводного оборудования. Для употребления в пищу желательно ее очищать с помощью специальных фильтров для очистки. Итак, что же мы узнали сегодня о воде? Вода – важнейший элемент в жизнедеятельности всех живых организмов на Земле. В жизни человека вода также играет ключевую роль. Практически все жизненные процессы в организме происходят при участии воды. Она помогает в самоочищении организма, помогает организму перерабатывать запасы жира, что делает ее незаменимым помощником в процессе коррекции массы нашего тела. Именно поэтому так важно соблюдать питьевой режим и следить не только за количеством, но и за качеством поступающей в организм воды. Приобретите хорошую привычку. Пейте чистую и полезную воду.